Ха-ха, хара, Лолошка! У меня такие новости! Нашел я твоих грабителей. Я знаю, где находится дом, в котором они скрывались, Лолошка. Ничего себе новости. Да, отныне я раб божий, you know? Дамы и господа, наконец-то, документы получены. Правда, вместе и с этим новая профессия. Абд. Проще говоря, раб. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы будем рабами. Точнее, мы уже таковыми являемся. Документ Нар-Сафар. Имя Лолошка. Пол мужской. Профессия Абд, что переводится как раб. Владелец женщина Акетра Ибн Аяс. Номер серия 993 JDH. Что бы это ни значило. Напоминаю, как все было. На зеленый континент из-за нового указа бога фараона теперь нельзя. Иначе там список и смерть. В Нарфанис нам нельзя было, потому что не было документов. И как бы что делать-то? Непонятно. Но тут появляется Бурис и бам! Говорит, что если я стану рабом некой леди Акетры, то у нас и документы появятся, и какая-никакая политическая, физическая защита. Да, как вы понимаете, если я нахожусь в этой маленькой тесной комнатке, мы дали согласие. Отныне я хоть и попал в город, хоть я и имею документы, я обязан служить той, кто спасла меня. Кстати, леди Акетра спасла еще и всех наших знакомых. Абди, Сдерика и даже Скульптора. Про Скульптора вообще отдельная история. В предыдущей серии стало ясно, максимально ясно, что он не тот, за кого себя выдает. Леди Акетра узнала в нем кого-то другого. И даже сказала, отрастить бороду было хорошей идеей. Кто ж такой Скульптор-то, а? Как его зовут хотя бы? Короче, в сравнении с другими абдами, с другими рабами, у меня шикарные условия. У меня и кровать есть, и сундук есть, и своя комната. Другие абды в основном живут на улице и спят прямо там же, на улице. Леди Акетра действительно заботится о своих рабах. Ути-котики. Привет. Здравствуй, кот. Погладить. Ну-ка. Хе-хе-хе. Этот вообще разлегся. Ему, так понимаю, нормально, да? Ты что, танцуешь, алё? Может тебе помочь как-нибудь, а? Так, давайте вот этого тоже погладим. Я не знаю зачем, но пусть будет. Вообще, напоминаю то, что предыдущая серия закончилась на том, что нам нужно поспать. И именно поэтому я посплю. В новый день с новыми силами, как говорится, да? О, мне сытость восстановили, прикольно. Эй, новичок, так, ты здесь? Я вхожу. Что? Привет, доброе утро. Да, привет, здравствуйте. Слушай, леди сегодня в очень хорошем расположении духа. Если захочешь выслужиться, поторопись их поприветствовать. Все. Ладно. То есть я хотел сказать, подожди. А что подожди? Зачем подожди? А, у меня есть выбор, прикольно. Так, вопросики, наверное, какие-то, да? Ты до сих пор не представилась, а нам ведь теперь работать вместе. Кстати, да. Слушай, а почему ты говоришь про Акетру во множественном числе? О, кстати, да! А какие обязанности мне могут вменить и что я могу делать, если уже есть вы? И ведь тоже, кстати, да. Все три вопроса как будто хорошие, я хочу выбрать прям реально все. Давайте про Акетру. Почему ты говоришь про Акетру во множественном числе? Реально, почему? О, что ты? Леди слишком великолепны, чтобы говорить о них, как об одной личности. Ты, я, Сдерик. Мы всего лишь пешки. Мы никто для этой реальности. А вот Акетра... Они свет, они огонь, Вот они... стена, халима, а ну-ка хватит. Ой, простите, леди. Ну, халима, ты же знаешь, я не люблю, когда меня так превозносят. О, слова истинной благодетели. Ох, ты неисправима, халима. А ну-ка, иди найди ханов и займись пряжей. Абди понадобится новая одежда. Да, слушаюсь, леди. Вот уж действительно неисправимая. Доброе утро, Лолошка. Халима и Хануф служат мне уже много лет. Если что, то большинство господ в этой части города предпочитают регулярно менять слуг, чаще всего просто убивая старых. Я же так не делаю. И поэтому, как ты мог заметить, девушки боготворят меня.
Не знаю, понимаешь ли ты, насколько тебе повезло, но вот я прекрасно осознаю, какая удача попасть ко мне в услужение. А ведь знаешь, Бурис мне немного рассказал твою историю. Он уверен, что ты раньше никогда не был абдом, и эта роль для тебя в новинку. Но... Надеюсь, ты очень постараешься, чтобы удовлетворить меня. Уберись в моих покоях. А потом приходи к завтраку. Запомни, без моих особых указаний все слуги едят в кухне. И кстати, сегодня на весь день я ухожу в храм Хетентепа. Как закончишь с моей спальней, можешь заниматься чем захочешь. Пока. Ладно, леди Акетра. Готов служить вам. Я буду служить вам, леди Акетра. Всего доброго вам. Хорошей там, не знаю, молитвы. Кому там, Хетентепу, да, получается? Так, она уходит или что? Так... Да, она ушла. Обновление задания. Уборка. Обалдеть. Удовлетворить леди Акетру. Звучит, конечно... приятно. Попробуем это сделать. Это, наверное, пока закрываем и проверяем. Где? Уборка. Я должен сделать уборку в спальне Акетры. Интересно, как эта спальня выглядит? А ведь и правда. Я же даже не знаю, куда мне нужно идти. Кошечки, помогите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Что мне делать-то? Какая спальня? Она сказала то, что сначала нужно прибраться, потом идти на завтрак. То есть завтрак у нас там. Явно спальня находится не внизу. Скорее всего, она где-то на этом этаже. И, о, я походу знаю. Вот здесь, да? Через эти все ух ты, Абди. А я-то думал, то, что у вас нет. Привет, поговорим? Не поговорим. Ты что, серьезно? Так, кстати, а тут кто-нибудь новенький? О, появился Акетра. И, кстати говоря... Если появилась Акетра, но не появился Сдерик, это уже реально странно. Становится очевидным то, что про Сдерика не забыли. Его здесь нет, потому что так нужно. В любом случае, нам нужно найти спальню. Здесь у нас молятся. О, прикольно, смотри. Горят огни, потому что у нас благословение Селиасет 2 и благословение Монту. Вот, видите, Селиасет 2 уровень, тут 2 огня. Здесь у меня 1 уровень Монту, и 1 огонь тоже горит. То есть, по сути, мы можем реально зажечь все огни. Но это, наверное, очень тяжело, потому что они постепенно сбрасываются. Так, я могу сюда зайти? О! Привет. О, незаправленная кровать. Интересно, где подушка и одеяло? Ну, как же прикольно, что в этом сезоне прям мысли озвучиваются постоянно. В любом случае, мы нашли спальню, и в этой спальне нету золота. Я думал, то, что это будут золотистые хоромы. А вообще, что это такое? Белое что-то? Здесь слишком темно. Надо открыть ставни. Это надо заполнить это благовониями. Так, окей, я понял, да, это все задачи. Вот эти штуки благовониями заполнить, да? И вот еще одна. Так, а это что такое? Что это? Грязная шляпа. Грязная туника. Так, ладно. Ай-яй-яй, надо собрать мусор с пола. Согласен, согласен. Так, во-первых, давайте самое простое. Откроем ставни. Вау. Ну-ка. Да, вот смотрите, белое исчезает, то есть я это выполнил. Все, я понял. Нам нужно еще заправить кровать. Как это делается? Там говорилось что-то про... Вроде бы одеяло. Я нашел красную простыню, возможно, это и есть одеяло. Так, и еще нам нужна подушка. Это что такое? Это ж подушка? Да. Ну-ка попробуем. Сюда! Фига, как красиво стало. Так, хорошо, и что у нас? Грязная одежда. Это нужно постирать. Понял. Спасибо, мысли ложки, вы лучшие. Значит, у меня есть одежда, количество стирок 0 из 10. Можно стирать в холодной воде. Так, ладно, мне нужна вода, потом разберемся. Также мне сказали, надо убрать мусор с пола. Давайте сделаем это. Так вот, я все правильно сделал? Эта штука уберется? Белая штука не убирается. Так, а как ее убрать? Может быть, вот это тоже надо убрать? Ну-ка. Все, я убрал мусор. Да, все, убралось. А еще напомню, нам нужны благовония. Как мы эти благовония зажжем, не совсем пока что понятно. Вот тут тоже благовония. То есть 1, 2, 3, 4. Я так понимаю, то, что это находится где-то за пределами спальни, потому что как минимум постирать одежду мы точно должны не в спальне. Но, черт, как выглядит благовоние? Так, сюда можно? Сюда нельзя. Ну-ка, Сдерик. Ты, кстати, здесь... О, Сдерик, здорово, поговорим? Да ё-моё, чё вы все такие необщительные ты сегодня? Мне бы благовоние найти. О, ни хрена себе! Целого хоглина зажарили! Обалдеть, Сдерик! Ой, тут еще можно дальше пройти, смотрите. Так, Хануф и служанка. Привет! Что делаем? Да ё-моё, ни с кем не могу поговорить. Где чертовы благовония? Как мне это найти-то? Я же правда не понимаю. Может быть, мне их скрафтить надо? Может быть, мне нужно просто зажечь? О, стоп! О, это определенно благовоние. Надо заполнить им те баночки. Наконец-то!
Я реально уже думаю, какого черта, неужели я что-то делаю не так? Так, мы возьмем, получается, сколько? 4 благовония, да? Все, погнали. Та-та-там. Сюда. Вкусно, да. Потом туда. Хорошо, еще 2 штуки сюда. И здесь. Замечательно. По идее, нам из всей этой спальни остается только постирать грязную одежду. Как это делать, я вообще ума не приложу, но там говорилось про воду. То есть, наверное, нам нужно просто найти какую-нибудь водичку, кстати, ну-ка. Что, меняется что-нибудь? О, да, реально, количество стирок 2 из 10. Сюда! Влажная туника, влажность 100%. То есть нам еще и высушить надо, вы что, издеваетесь? Так, это мы тоже стираем. Хорошо. Надеюсь, меня никто не побьет розгами за то, что я стираю прямо у входа. Замечательно. Теперь эту одежду надо высушить на солнце. Подожди, реально? Так, влажность 100%. Типа я иду на солнце. Реально, смотри, сушится! Ты посмотри, как это работает офигенно! Мне нужно в руках держать! Это так офигенно сделано! Я не могу, у меня прям микро-мурашечки от этих механик. Так, чистая шляпа, чистая туника, чистый пояс. И куда же мне нужно теперь это развесить? Вопрос. Возможно, надо где-то здесь. Вы видите, куда можно развесить? Честно говоря, я нет. Сюда, наверное, просто положить можно. Чистая шляпа, чистая туника, чистый пояс. Да, реально. Вот оно. Ожидание сдачи персонажу. Сюда! Мы молодцы, ребята! О, Бурис. Бурис, здорово! Ха-ха, ложка! У меня такие новости! Только... Черт. Слушай, как думаешь, Акетра угостит меня чем-нибудь со своей кухни, а? Я, как всегда, толком ничего не ел. Еще раз привет, Бурис. Слушай, честно говоря, я не знаю, могу ли я тут заправлять так, как хочу, но у меня есть выборы. Я как раз собирался идти в кухню завтракать. Пойдем, поделюсь с тобой своей едой. Бурис, я не могу отвечать за Акетру. Это ее дом и ее еда, а ее сейчас здесь нет. Да, конечно, Бурис, погнали. Она такая богатая, что не заметит даже того, что мы одного страждущего накормили. Но это я не нажму ни в коем случае. Мне пока что нравится, мне нравится эта леди Акетра, и как бы благодаря ей мы получили документы, сами понимаете. Так что здесь либо первое, либо второе. Я не могу отвечать за Акетру, либо поделиться своей едой. Давайте, да, попробуем именно своей. О, щедрость, ложка, это то, что делает из животного человека. О, да уж. Ну и дворец у нее, конечно, да? Ладно, пойдем скорее. У меня такие новости, не представляешь, ты просто остолбенеешь. За мной. Окей. Ты, я смотрю, тут уже все знаешь, да? Так, по итогу там уже сидят 2 девушки, там Сдерик и Абди. Ну ладно, Абди, наверное, сам придет. А может быть, он и не нужен. Котик, погладить. Так, тут у нас... О, доброе утро, Лулошка. Тебе тоже доброе утро. Уже пытались поговорить. А вот тебя я совершенно не ожидал здесь увидеть, Бурис. Сдерик. Ты чё, прям совсем по мне не соскучился? Серьезно? Соскучиться? Так мы ж вчера виделись. Ничего ты не понимаешь. Это все детали. Ты давай лучше корми. Чем у тебя там вкусно пахнет, а? Слушай, ты прости, Бурис. Я не уверен, что Акетра одобрит такую растрату ее ресурсов. Я сказал Бурису, что поделюсь с ним своей порцией. И я не голоден. Я тоже хочу поделиться с Бурисом. Он столько всего для нас сделал. Успокойся, Абд. Это ж каким ханзиром надо быть, чтобы отбирать у тебя еду, ты чё? Да, я может быть худой, но я сильный. О, бога ради, садитесь уже, еда остынет. Окей. О, несет. А куда мне, куда? Вот сюда давайте. Еда вкус. Ой, простите, Сдерик, я сюда тогда. Это невероятно вкусно, Сдерик! Как тебе удалось приготовить такую вкуснотищу из таких простых продуктов? А это секрет, Халима. Да, как же я наелся. Вы... Как вы так быстро? Да? Издержки профессии, красотка. Так, короче, а теперь можно и об интересном поговорить. Ложка, нашел я твоих грабителей. Что? Грабителей? Да-да, представляешь? Не давал мне все покоя тот факт, что из-за меня ты в Абды опустился. Ничего себе новости. Вот тяна, Бурис. То есть хочешь сказать, что со мной и скульптором так можно было, да? Бога ради, только не начинай, а? В общем, Лолошка, я походил, поспрашивал.
Вообще изначально думал, что это безнадежная затея. Сам понимаешь, в Наре не так мало мелких воришек, криминала. Но оказалось, что ты наделал немало шуму на темном рынке. Говорят, парень, у тебя с собой был один из огней, представляешь? Не может быть. Бурис, и вы туда же. Да не существует же никаких огней. Это все детские сказки. Это выдумка, чтобы скрасить кому-то унылые вечера. Да, слушай, Абдишка, выдумка это или нет, но я говорю, что смог узнать. Я знаю, где находится дом, в котором они скрывались, Лолошка. Если ты не занят, можем сходить с тобой туда и... скажем, поговорить по-дружески. Нет, пожалуйста, не ходите туда. Эй, новенький, Абди прав. А Кетра будет очень недовольны, если с тобой что-то случится. О, да бога ради, только не начинайте. Что с ним может случиться, а? Мы будем вооружены, плюс на нашей стороне сама внезапность. Так, окей. Мне кажется, будет лучше, если мы все-таки сходим и проверим, что там. Я хочу узнать, кто я такой. Мы решим лезть в это дело, когда у нас будет больше информации. Бурис, я забуду про свою прошлую жизнь навсегда. Теперь я буду Абдом леди Акетры. Вот это выбор. Не-не, давайте все-таки вот реально это. Мы все-таки сходим и проверим, что там. Я хочу узнать, кто я такой. Спасибо за еду, Сдерик. Мы пойдем. Вы не понимаете, это плохая, это очень плохая идея. Так, и в итоге? Что, мы идем или нет? Да конечно идем, боже, не слушай их и не обращай внимания. Жду тебя на улице. Не хватало еще, чтобы Акетра узнала, что я здесь ошиваюсь. Ладно. Подожди, то есть ты пришел сюда даже без приглашения? Вау. Блин, я вот теперь даже не знаю, хорошо ли, что я вот так вот сходу согласился, но это прикольно, что, оказывается, про мое прошлое не забывают. Абди, успокойся, все нормально. Абди. Ладно, успокоить я его никак не могу, зато смотрите, какая у меня еда. Полевой салат, блюдо из дюн, тушеная рыба. Восстанавливается просто колоссальное количество сытости и насыщения. Обалдеть. Сдерик, скажешь? Не скажешь? Окей, видимо, мы реально уходим. Бурис, ты вышел, да? Ладно, пойдем. Ух, блин. Все будет Слушай, нормально. парень, предупреждаю сразу. Я, конечно, делал там вид, что это все ерунда и так далее, но если кто-то считает, что у тебя был один из огней, нужно быть предельно осторожным. Понял? Ты готов? Ох, блин. Все, мне меньше и меньше нравится эта идея. Да, давай. Получается, что уж, не заднюю же давать. Тогда за мной. Куда мы? Мы даже самое главное непонятно теперь в какой части города. Это какие-то развалины. Давайте посмотрим где. О, я даже не знаю, где дом. Я не знаю, где дом Акетры. Фак. О, черт, кажется, мы опоздали. Не думаю, что кто-то там есть. Быстрее, пойдем. Что? Так погоди, если никого нет, куда ты торопишься? За мной, Лолошка. Бога ради, ладно. Так, в целом выглядит как маленькое строение. А внутри? Тоже маленькое строение. А где мы? А, здесь все перевернуто вверх дном. Это точно обитель грабителей? Поговорим? Нет. Так, бочка пуста. Может быть, что-нибудь из моих старых вещей, что-нибудь, может быть, здесь сохранилось. Так, ты пытаешься здесь все осмотреть, да? Ладно, я тоже. Так, бочка пусто, бочка пусто, бочка. Сундук. Ледяной сундук. Может быть, здесь что-нибудь? Нет, пусто. Записка. А, это просто бумага, господи. Так, ты в итоге все здесь осмотрел? Просто я вроде как все осмотрел, ничего нет. Еще раз, бочка пусто, бочка. Кровать, просто кровать, под ней ничего нет. Но я каких-то секретных рычагов, честно говоря, не вижу. Мне что, нужно просто Буриса подождать? О! Блях. Сейчас обосрался. Железного скоробея дали, спасибо, да. Капец, у меня, кстати, скоробеев уже так много, да? Надо будет потом прокачаться у леди Акетры. Да ладно, бляха-муха, серьезно? Я просто должен был под сундуком найти эту маленькую бочечку? Офигеть. Ну ладно, допустим. Ох, нифига, что здесь? Письмо. У нас была договоренность. Никто не должен был знать про артефакт. Сегодня о нем разговаривали на черном рынке. Вы знаете мои правила. Сделка отменяется. Подпись СМ. Так. Эй, Бурис? Я Ну в итоге... как оно? Нашел что-нибудь? Да, нашел как раз. Давайте, да, напишем. А, может быть, просто кинуть надо? Опа, что это? Ну-ка. Так, огней. Сделка отме...
Скажу прямо, ты, возможно, догадываешься, что я сам частый гость на черном рынке. Откуда бы я иначе узнал про артефакты твоих грабителей? Но нет, эти инициалы мне пока что вообще ни о чем не говорят. У нас там все на доверии держится. Туда так просто не попасть. И еще сложнее остаться анонимными. Я попробую поразведывать, но обещать ничего не могу. Да-да-да, ну дела-то, а. Я не знаю, как ты с этим делом связан, Лолошка, но выглядит это все чертовски плохо. Давай-ка лучше убираться отсюда. Мы тут все равно уже ничего не найдем. Окей, хорошая идея на самом деле. Знаете, это выглядит как какое-то сгоревшее здание. Ох, хара. Вообще ничего не понимаю, дружище. Кстати, ты, может быть, еще вспомнил чего-нибудь, а? Да вроде как нет. Да ты, блин. Знаешь, что мне не нравится, Лолошка? Мы не видели ни одного трупа. Была перевернутая мебель, были следы поджога, но при этом ни души. О, если они проговорятся про себя, смогут тебя распознать, то... О, боги! Зачем я вообще тебя сюда притащил? Вернись к Акетре и постарайся не шастать особо, хорошо? Если чего, я сам все разузнаю, дам знать. Давай, всего доброго. Окей, пока, спасибо большое. Слушайте, на самом деле удивительно, я просто давно хотел это сказать, но Бурис это очень противоречивый персонаж. Он не скрывает о том, что он работает на черном рынке. Нет, он говорит как есть. Да, типа я вот такой вот жесткий контрабандист. Но при всем при этом мы его каким-то образом заинтересовали, что он, не обманывая нас, по сути реально помогает. И помните, я говорил о том, что он обманывал меня по поводу 2000 утенов. Теперь у меня ощущение, что он нифига меня не обманывал. Вполне реально то, что он действительно просто нашел способ подешевле в виде вот этих 400 утенов, потому что он нашел Леди Акетру. А Леди Акетра, она вот, ну, такая. Супер крутой вариант, как говорится. Поэтому нашлось подешевле. Так что да, я Ой, залагало. Ой, бляха. Оу! Почему лагает? Воу, что за хрень? И я снова здесь, всем привет. Никто не знает, но с момента предыдущей фразы прошел целый час. Дело в том, что у меня в момент лагов произошел просто самый сюр момент за всю историю сезонов. Короче, резко за 1 секунду у меня процессор загрузился до 100%, и все резко начало лагать. У меня комп просто загудел. Я начал спрашивать, что за проблема, и мне написали, что оказывается у меня в мире где-то, почему-то заспавнилось 650 тысяч стульев. Где они заспавнились? Чё это за стулья? Непонятно. Но по итогу проблема решена, и все, лаги пропали. Так, короче, на рынок я по-любому не пойду. Давайте все-таки вернемся в дом Акетры. Надеюсь, то, что меня... Ой. Меня не потеряли. Акетра? Тише, Лолошка. Подожди, будь добр. Ладно. О, Лолошка, скажи мне на милость, какую задачу я тебе дала сегодня? Убраться в ваших покоях. Ну, и как оно? Ты выполнил свою задачу? Да, я все прибрал. Одежда там стиранная, все дела. Тогда скажи мне, Лолошка, почему гостевая спальня идеально вычищена, а моя осталась нетронутой? Если ты не знаешь, что именно от тебя требуется, ты всегда можешь это уточнить. Это была все-таки не ваша, а я еще удивился, что там это так не золотисто все. Ты можешь спросить у меня или служанок. Мне не нужна игра в молчуна. Мне нужно, чтобы работа была сделана идеально. Запомни это. Ступай к себе. Сегодня мне от тебя ничего больше не нужно. Блин, простите. Ну я же... Подожди, где тут это написано? Ну ё-моё, Акетра! На самом деле я буду очень негодовать, если сюжет в итоге будет меня топить в плане отношений к Акетре. То есть, знаете, я буду прям стараться, а сюжет будет постоянно делать так, что нет, у тебя будут отвратительные отношения с Акетрой. Ну ладно, зато меня не наругали то, что я вышел из дома. Да, все нормально. Ну, собственно, это гостевая, да? Я еще смотрю и думаю, ну это не может быть спальня Акетры. Ладно, я еще раз извиняюсь. Блин, ну то, что отношения упали, это, конечно,
конечно, очень плохо. Так, здесь у нас в итоге просто статуи. Давайте, наверное, кстати говоря, прокачаемся. Насчет серебряных скоробеев. 2 серии подряд мы не можем их прокачать, потому что у меня ничего не горит, и как бы я ни нажимал, ничего не происходит. Я уточнил про эту проблему, и оказывается, это не проблема, представляете? Я просто настолько быстро все это прокачивал, что в будущем мы поймем, почему я не могу прокачивать. Что это за будущее, я не знаю. Я просто слишком хороший игрок. Хе-хе. Так, кстати, у меня 3 золотых скоробея, я пытался прокачать улучшение организма, поэтому продолжаем. Угу. Напомню то, что я пытаюсь прокачать организм до 10 уровня и прокачать покоритель барханов. Увеличивает скорость передвижения на 5% за уровень, когда в обеих руках нет предметов. Это идеально. То есть мне нужно еще 2 уровня золота. Так, а где мне взять золотых скоробеев? Вот вопрос-то. Так, слушай, Абди, поговорим? Здравствуйте. Знаете, когда все вокруг говорят про эти огни, я начинаю злиться. О, ты, слушай, только при леди Акетре этого не говори, да? А то мало ли она верит в эти огни. Еще поговорим? Мне не нравятся эти ложные надежды. Не нравится. А вдруг это не ложные надежды? Кстати, на самом деле, если так подумать, давайте вспомним. Мой инвентарь в самой первой серии. У меня были скинты, у меня был какой-то меч. О, кстати, у меня был реально мощный меч. У меня была склянка с кровью Ноктира. Ну и, само собой, другие вещи, о которых я могу уже не вспомнить. Короче, интересно, что из этого посчитали за огонь. Наверняка это меч, да? Потому что это сильные артефакты. Если вспоминать голос времени, то мне этот меч достался каким-то очень невообразимым путем, я бы даже сказал магическим. И то, что этот меч перекочевал с голоса времени в этот сезон, о чем-то договорит. Неужели это действительно один из огней? Так, Седрик, поговорим? О, хотел бы я, чтобы все знали, готовить — это как строить дома. Понятно. Ужин все еще не убрали. О, а вы, кстати, вернулись, привет. Ой, ты расстроил леди сегодня. Я тобой недовольна. А откуда вы это уже знаете? Вы же тут все это время сидели. Так, а ты что скажешь? Да, ты расстроил сегодня леди. Я тоже недовольна. Ребята, ну вы чего? На вас-то это никак не отразится. Кстати, какие тут картины прикольные, да? Если так посмотреть и просто начать осматривать весь дом Акетры, то это прям реально богатое сооружение. Мы на 2-м этаже, кстати, толком ничего не посмотрели. Вау, да тут же полноценный сад. Банька, парилка, ванны, прямо на свежем воздухе, на солнце. Так, стоп, что? О, статуя Хетентепа. Это идеально описывает, кстати, Акетру, потому что, напоминаю, она молится Хетентепу. Но, тем не менее, у меня также есть еще один вопрос. Ребята, пожалуйста, попробуйте догадаться в комментариях, я сам хочу догадаться, что может понравиться Акетре. У меня просто есть ощущение, что это будет самый тяжелый персонаж в плане отношений, но я хочу поднять его хотя бы до сюда. Вообще, наверное, это могут быть золотые блоки, потому что у нее все в золоте. Как будто это логично, да? Тем не менее, заранее спасибо вам за комментарии, а на этом я буду постепенно заканчивать. Что ж, неплохой первый день в роли служителя. Немного странно, конечно, но мне понравилось. Также самое главное то, что наконец-то мы узнаем мое прошлое. Возможно, мы найдем грабителей из первой серии. Но это все в следующих сериях. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить, что будет дальше. Мало того, что вы не пропустите, так и самое главное, вы зарядите нас огромным потоком мотивации. В нынешнее время мотивация и правда важная штука. А так, спасибо еще раз. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и начало поиска грабителей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.